Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Тимур. Знаете что? Я в ярости. Да, выгляжу я спокойным, но вы не представляете, сколько злости я испытываю в адрес некогда хорошей компании. Думаю, многих может заинтересовать, что же конкретно произошло, что я аж решил записать подобное видео. В таком случае устраивайтесь поудобнее, ведь сегодня я поведаю вам одну поучительную историю про то, как Sony, выражаясь юридическим языком, меня поимели. Для начала я Позволю себе, просто 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. Как думаю, многие из вас в курсе, я гражданин Латвии и также проживаю в ней. Латвия же, для тех, кто в танке, является членом Евросоюза с 2004 года. Маленькая историческая справка окончена. Где-то в середине или конце десятых наша семья приобрела себе самую новую на тот момент консоль от Sony – PlayStation 4. И тут вот важно уяснить одну маленькую деталь. Чтобы полноценно пользоваться PlayStation 4, необходим аккаунт PlayStation Network. Чтобы создать аккаунт, необходимо выбрать страну. Загвоздка в том, что в списке поддерживаемых стран PlayStation Латвии нет. И это несмотря на то, что PlayStation 4 так-то официально продавалась и, возможно, до сих пор продается в моей стране. И самое забавное здесь то, что выбор неправильного региона при создании учетной записи технически противоречит условиям предоставления услуг PlayStation. Мой отец, который регистрировал на тот момент аккаунты, выбрал регион России по двум причинам. Во-первых, это самая близкая страна, имеющая регион PlayStation Network. Во-вторых, таким образом иногда выходило покупать игры дешевле из-за, понятно, курса рубля. И все бы ничего, если бы не 2022 год, Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, и в ответ западные страны и компании накладывают свои санкции, в том числе и Sony. Вы чуете, чем пахнет? Из-за действующих санкций в адрес России я, гражданин Латвии, больше не могу покупать игры, загружать определенный контент, оформить подписку PlayStation Plus. Это фактически делает мой аккаунт непригодным для использования, несмотря на то, что физически я нахожусь в Латвии, и на секундочку, это государство-член Европейского Союза. Тут я бы хотел вкинуть кое-что интересное. Я люблю читать законы, и вот один такой закон, а точнее регула, под номером 2018-302 Европейского Союза от 28 февраля 2018 года меня заинтересовала. Дело в том, что она запрещает необоснованную геоблокировку, блокировку доступа к сайтам и дискриминацию пользователей по признаку гражданства или места жительства. Смекаете? И получается довольно странная ситуация, и возникает вполне закономерный вопрос. Если я живу в Латвии, опять же, стране Евросоюза, почему я до сих пор лишен доступа к сервису из-за региона, который был выбран просто потому, что другого варианта у меня нет? С этим вопросом я попытался обратиться в Sony. Возможно, поддержка-то меня выслушает и хотя бы сменит регион моего аккаунта? Нет. У них на сайте даже саппорта нет. Вот глядите, я выбираю страницу PlayStation Support, мне высвечиваются часто задаваемые вопросы, я пролистываю вниз, выбираю мой саппорт и страница 400, мать его, 4. Браво. В интернете есть телефон поддержки, на который я пытался звонить. Ответил мне кто-то или нет, я думаю, вы сами понимаете. Ну ладно, но по электронной почте-то мне ответят. Здравствуй, за прошедшую... Да иди нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Я отправил им письмо на 2 электронных адреса, и оба меня проигнорировали. Мне вообще стоит что-то говорить по поводу поддержки? Почему у компании в 102 миллиарда евро поддержка хуже, чем у, прости господи, ВКонтакте? Там ты хотя бы можешь написать и получить ответ. Да, тебя, скорее всего, пошлют в очко, ничего не исправят, но ты хотя бы можешь. Здесь тебе нужно где-то выцепить имейл и молиться, чтобы хоть кто-то увидел твое письмо. И да, думаю, у многих может возникнуть вопрос, если Sony нарушает закон, то почему ее все еще не засудили? Да в том-то и дело, что технический закон они, возможно, и не нарушают. Почему? Следите за руками. У регулы 2018-302 есть одно важное исключение.
Она не применяется к услугам, основной особенностью которых является предоставление доступа к произведениям, защищенным авторским правом. Видеоигры защищены авторским правом, следовательно, значительная часть цифровых сервисов PlayStation может попадать под это исключение. Вывод: потребители сосут бебру, а Sony сидит и смеется над глупыми людишками, которых они вновь обманули. Такие дела. Ну ладно, подумал я тогда, ну бог с ним, с аккаунтом, создам новый, не буду париться. Ну так я и сделал. Создал новый аккаунт с финским регионом, все оказалось, сиди и в ус не дуй. Но нет, дурачок. Недавно я подрубил стрим, на котором играл в Хитмана, и посреди стрима я слегка утомился и решил поиграть в Сабнатику. Захожу в библиотеку, Сабнатики нет. А, вспомнил я, ну так это же другой аккаунт, он, наверное, на старом. Зашел на старый аккаунт, Субнатики нет. И вот тут я уже немножко поднапрягся, потому что Субнатику я покупал на свои честно заработанные деревянные. Я помню, что в то время для меня это была большая сумма. И вот оказывается, что Субнатики в моей библиотеке нет. Вот вообще, как будто и никогда и не было. Ну, сказать, что я был в шоке, это вообще ничего не сказать. Даже до того, что я начал сомневаться, была у меня вообще эта Сабнатика или нет. Или это какие-то ложные воспоминания. Ну нет, вот есть стрим 5-летней давности, где-нибудь на экране сейчас покажу, на котором я сижу и буквально играю в Сабнатику. То есть, да, Sony просто взяли и удалили игру из моей библиотеки. Игру, за которую я, между прочим, заплатил деньги. И судя по постам на Reddit, это случилось не только со мной. Вот Sony удалила версию Субнатики для PS4, из-за чего она пропала с библиотеки и магазина. Ну, таким образом, невозможно установить игру, которую ты купил. И если вы не знаете, на Западе идет достаточно активное движение против Sony. Те, дескать, объявили, что они перестанут выпускать диски для игр. Все, отныне только дигитальный контент. Ну, чем вам эта физическая дрянь? А затем, что ваши грязные, толстые, омерзительные ручонки уже отнимают то, что куплено дигитально, и все, с этим ничего не сделаешь. Вы бы знали, какой праведный гнев я испытываю в сторону этой компании. Это подумать только. Компания, чьи консоли отличались выдающимися технологиями в области дисков, отказываются от дисков. Это с легким паром. В новом настоящем ты не покупаешь игру, ты ее арендуешь. В любой момент твой арендодатель может забрать у тебя игру, отключить ей сервера, выключить PlayStation Network. Диски работают без их разрешения, ну, значит, дисков больше не будет. Ты не сможешь дать другу диск, чтобы он поиграл. Ты вообще ничего не можешь. Вы говно, запомните. Ты ничем не владеешь. Ты — это раб нового виртуального мира. Именно такое отношение отвернуло меня от Sony. Ну да, у меня все еще есть PS4, но я определенно точно не потрачу ни копейки в поддержку этой мерзкой, отвратительной, грязной компании. Хотите устраивать цифровой гестапо? Хорошо, в таком случае нам с вами не по пути. И мне плевать, забанят меня, не забанят, проигнорируют, попаду я в немилость к этим бесславным ублюдкам или нет. С меня хватит. Ну, вот такая вот история. Я ужасно разозлился на Sony, и я думаю, по мне это заметно. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте смотреть также другие мои видео. Ну а с вами был снова я, Тимур. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.